Всем привет, с вами Рыжие Будни, и сегодня я приготовлю вот такую вот красивую мясистую мясную рульку в духовке. Советую всем, кто хочет запечь рульку в духовке, брать всегда заднюю часть, так как в ней намного больше мяса и меньше жира. Весит она 700 кг. Чтобы вы знали, чем отличить заднюю от передней, у передней нет вот этого коленного сустава, она ровная. И передняя всегда легче, чем задняя. Если задняя будет весить 700 кг, 800 кг, то передняя 200 кг, 300 кг. Итак, для начала сделаю маринад. Итак, для моей рульки мне понадобится 1 чайная ложка сухого чеснока, 1 чайная ложка паприки, 1/2 чайная ложки имбиря, 1 чайная ложка зерен кориандра, 2 чайные ложки без горочки соли. Вот такие вот. И чайную ложку горчицы. И 1 чайную ложку меда. Вкусного меда. А в самом конце столовую ложку соевого соуса. Хорошенечко все перемешиваю. Будет такая густая паста. Это очень элементарный рецепт запекания рульки, без всякой возни, суеты. Буквально 2-2,5 часа в духовке и будет все готово. Не надо там варить ничего. В общем, смотрите. Для того, чтобы рулька быстрее промариновалась, я делаю вот такой вот вдоль ее разрез. Вот так вот. Как бы раскрывая ее вдоль колена. Не дорезая до конца. Надел перчатки, так будет более удобно. Смотрите, вот так вот разрезал. Получается поверхность большая. Площадь впитывания большая. И намного быстрее промаринуется все мясо. Не надо будет долго ждать. Вот так вот. Вот так вот наношу. И все обильно промазываю. Аромат стоит уже такой сумасшедший, вкусный. И для окончательного бомбического вкуса рульки я беру 3-4 зубчика чеснока. Почистив чеснок до такого состояния, режу его на длинные тоненькие полосочки. Буквально на 3-4 части один зубок. И теперь беру хаотично вот так протыкаю и запихиваю. Протыкаю, как доктор укол делает. Протыкнул. Запихнул. Не протыкнул, не запихнул. Что тут? Арифметика проста. Так, остатки закидываем сюда. Беру 3-4 горошка душистого перца. Закладываю сюда вовнутрь. Вот так вот это все красиво пахнет. Заворачиваю. Беру вот такой вот большой кусочек фольги. И вот так вот посерединке выкладываю. Собираю сбежавший маринад, накрываю кусочком поменьше и заматываю. Заматываю фольгу, чтобы придать ей формы и чтобы оно было как в ванночке. Теперь беру рукав для запекания и помещаю ее вовнутрь. Завязываю эту конфетку с одной стороны, переворачиваю и завязываю с другой стороны так. Теперь беру формочку для выпекания и складываю сюда. В разогретую до 180 градусов отправляю рульку приблизительно на 2-2,5 часа. Наблюдаю. Пока-пока. Спустя 2 часа в духовке достаю рульку. Аккуратненько вскрываю. Вот такую красоту вынимаю. Рулька в принципе уже готова. Сейчас я ее поливаю соком и еще ставлю минут на 15-20. Чтобы было больше золотистой корочки. Итак, спустя 2 часа 20 минут получилась вот такая нереально красивая, нереально вкусная зажаренная рулька. Обалденно красивая, обалденно ароматная. Очень много мяса в ней. Очень красивая, очень сочная. Такая вот рассыпчатая. Слюнка течет. Получилось очень рассыпчатое, очень вкусное и нежное мясо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Быть добру, всем пока.